Всем привет! Я Анна Оськина, и в этом видео покажу, как сделать миниатюрную кроватку для малыша. Совсем недавно я стала мамой двух очаровательных девочек-близняшек, и эта тема мне очень близка. Лайк, если нравится эта милота. И сюрприз, я буду делать целую детскую комнатку, поэтому скорее подписывайся, чтобы не пропустить новые видео и новые волшебные уменьшения. Ну а мы начинаем! Делать кроватку я буду из переплетного картона. И сначала я обвожу схему на этом картоне. Это боковые стеночки и дно. После нужно будет их вырезать. Переплетный картон вырезать очень сложно, поэтому запаситесь терпением и металлической линейкой. Конечно же, острым лезвием. Я хотела вырезать еще и сердечки, но, конечно, такой толстый картон прорезать очень сложно, поэтому от этой идеи я отказалась. Вот такие детали у меня в результате получились. Чтобы сделать решетку, я использую зубочистки. Для этого отмеряю небольшие кусочки по 3 см и отрезаю. Всего понадобится 14 зубочисток. Отрезала я кусачками, место среза получилось неровным, поэтому я подшлифовываю их пилочкой для ногтей. Обязательно прикладывайте все палочки друг к другу, чтобы они получились одинакового размера. Вот такие палочки у меня получаются. Также у меня есть по 2 вырезанные полосочки из переплетного картона. И я склеиваю их вместе клеем ПВА. В принципе, можно использовать любой клей, какой вам нравится и который способен склеить картон и дерево. У меня получаются 2 вот такие лесенки. Все детали я склеиваю воедино. Это дно, боковые стеночки и вот такие вот решетки. Здесь я уже использую клей Момент Кристалл, он прозрачный и не оставляет следов. Оставляю хорошенечко просохнуть, жду, когда клей полностью высохнет. Ну а дальше беру белую матовую акриловую краску и крашу эту кроватку. Я наношу 3 слоя краски. Сначала один, жду, когда высохнет, затем второй, жду, когда высохнет, и после этого третий. Вот такая кроватка у меня получилась. Мне хочется украсить ее стеночки цветочным рисунком. Для этого я использую наклейки для ногтей. Аккуратненько вырезаю понравившиеся мне цветочки. Дальше кладу вырезанные цветочки на смоченную водой ватный диск. Наклеечки намокают и отходят от бумаги. И наклеиваю на кроватку я их при помощи лака. У меня это лак для полимерной глины. Но можно использовать и любой другой акриловый лак. Аккуратненько снимаю рисунок с бумаги, подцепляю пинцетом и переношу на покрытую лаком поверхность. Лак высохнет, и эти цветочки уже будут хорошо на нем держаться. Ну а после того, как нанесла узор с одной и с другой стороны, полностью покрываю кроватку лаком. Наношу лак в 2 слоя. Здесь я использую полуматовый лак. Когда кроватка готова, пришло время подумать о ее наполнении. Первым будет матрасик. Я выбрала ткань, подходящую по цвету. Мне захотелось чего-то такого светлого. На кусочек пенокартона я наклеиваю кусочек фетра, чтобы матрасик был помягче. Ну а дальше заворачиваю аккуратненько ткань. В принципе, матрасик с обратной стороны видно не будет, поэтому можно его никак не декорировать. Но если вы планируете его доставать туда-сюда и играть с ним, то можно эту поверхность заклеить, например, кусочком фетра или кусочком ткани. Кладу матрасик в кроватку, и мне кажется, что он там замечательно смотрится. Дальше подушки-бортики. Вырезаю 2 прямоугольника поменьше и 1 длинненький побольше. Складываю их пополам и отутюживаю, чтобы они держали эту форму. Посмотрите, с обратной стороны я сделала вот такие поля по 5 мм, чтобы можно было прошить эти бортики и вывернуть. Выворачиваю прямоугольник наизнанку и прошиваю по этим начерченным линиям. Есть такая поговорка: длинная нитка, ленивая швея. Это как раз про меня. Я очень люблю взять длинную ниточку, и она иногда запутывается.
Но так не хочется постоянно менять эти короткие нитки, хочется все прошить за один раз. Итак, в результате я прошила с двух сторон и выворачиваю этот бортик наизнанку. Так как это бортик-подушка, я наполняю его небольшим количеством синтепона. Делаю это при помощи самых обычных щипчиков. И затем зашиваю с другой стороны, которую я не прошила. Аккуратно распределяю наполнение по всей подушечке, и подушечка готова. Точно таким же образом нужно будет прошить и маленькие подушки. И я решила сделать их более праздничными, что ли, более такими девчачьими, может быть, и украсить их рюшечками. У меня была вот такая вот тесьма, и я решила обшить ей подушку с одной стороны. Обшивать я буду со стороны шва, которую я зашивала, и как раз таки таким образом еще и шов закроется. Отрезаю тесьму нужного размера, отрезаю чуть-чуть побольше, чем длина подушки, складываю ее пополам и аккуратненько пришиваю. Стежки делайте поменьше, все-таки это миниатюра. И у меня получились 3 вот такие милые подушки. Пришло время положить их в кроватку. На моем рабочем столе чего только нет. Даже маленький пушистый котик завалялся. И последнее, что нужно сделать, это пледик в кроватку. Для этого я беру кусочек трикотажной ткани, он такой в рубчик, тянется, и мне кажется, что такой материал отлично подойдет для миниатюрного пледика. Но материал сыпучий, поэтому я его аккуратненько обшиваю со всех сторон. Новорожденные дети не спят на подушке, а спят прямо на матрасике. Поэтому в данном случае подушка нам не пригодится, и ее можно не делать. Кладу пледик в кроватку, его можно положить немножко наискосок, будто бы небрежно его туда положили, и кроватка полностью готова. В результате у меня получилась вот такая милая кроватка для малышки. Она светлая, уютная, мягкая, и малышке в ней будет очень сладко спать. Лайк, если понравилась эта красота. У меня дома таких кроваток тоже белых, только больших целых 2, потому что я мама 2 девочек-близняшек, и я люблю все такое милое, нежное, светленькое, а мои дочки, кстати, очень любят наоборот все яркое и разноцветное, хотя они маленькие, но да, у них уже есть цветовые предпочтения. В своем следующем видео я покажу, как сделать пеленальный столик и всякие маленькие вещички для малышек. Все очень малюсенькое, поэтому подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить. А я желаю вам творческих успехов, вдохновения и самого классного настроения. До новой встречи в моем новом видео!